Всем привет! Сегодня у нас очередное душное историческое повествование. В этот раз темой видео я выбрал Беломорско-Балтийский канал. 90 лет назад на северо-западе Советского Союза, в Карелии, ввели в эксплуатацию одну из великих строек коммунизма первой пятилетки. Я снял отдельное вступление к юбилею на 2 августа, но не успел смонтировать к этой дате, поэтому просто не обращайте внимания на то, что движения губ не совпадают с текстом. И в связи с этим я сижу сейчас на этом камне возле первого шлюза и покажу вам по возможности его нынешнее состояние, то, как его строили и вообще зачем это было нужно, а главное, кому. Но прежде чем отправиться в далекий и труднопроходимый путь вдоль канала, давайте прежде всего изучим историю, а она тут весьма мрачноватая. Идея строительства подобного водного пути из Поморья в Онежское озеро не принадлежит большевикам и даже затейникам поздней царской поры, а произрастает аж из Петровской эпохи, когда во время Северной войны со шведами, как раз таки на Балтийских землях, император вожделел как никогда о полностью судоходном пути из Белого моря от Соломбальской верфи близ Архангельска в воды Балтийские, но ни о каком канале судоходном, как и его строительстве, тогда речи и не шло, а 2 фрегата, построенные на верфи близ Архангельска, нужные на Балтике, тащили частично волоком. Именно этому событию и посвящен данный памятник, называемый Осударева дорога. Не будет преувеличением сказать, что это была героическая переброска 2 кораблей по суше для участия последних в битвах за будущие земли Шлиссельбурга и Санкт-Петербурга. В те далекие времена это были шведские крепости Нотебург и Ниеншанс, захватив которые, император всея Руси и начал строительство новой столицы, государства и как флота в целом, так и Балтийского флота в частности, который, как ни крути, был заперт в этом море. Поэтому мечта о соединении Балтийской акватории с прохладными водами Белого моря была хоть и очень желанной, но недосягаемой тогда. Уж больно сложные в этих местах условия для такого строительства. Скалы и болота, летом плюс 30 и жрущий все на своем пути гнус, а зимой прямо пропорционально, минус 30 и бесконечные снежные вьюги. Неоднократные войны прекрасно показывали, как плохо быть отрезанным от моря и не иметь морского флота, а единственный порт в открытом океане европейской части России, еще который и замерзает большую часть года, как бы намекало нам это все, что требуются внутренние водные пути. Да и экономически, постоянная оторванность севера от центральных районов была не в кассу. Железную дорогу, я напомню, протянули в Архангельск только в конце 19 века, а никакие конные обозы не способны наладить регулярное сообщение грузов и людей между такими удаленными городами, как Архангельск и Питер или Москва. Так и осталась эта мечта в головах российских мореплавателей и на бумаге инженеров. Этим и воспользовались коммунисты во главе со Сталиным. Мол, не могли при царе, так мы сейчас все сможем, и рискнули проэкспериментировать. Как однажды высказался товарищ Сталин, ну или ему это просто приписывают. Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, пробка от которой не у нас. А вот здесь море, здесь окно, говорил Сталин о Белом море, явно ссылаясь на прорубленное европейское окно Петра I. «Здесь должен быть большой флот», — сказал он тогда. «Отсюда мы сможем взять за живое и Британию, и Америку, если понадобится. Больше попросту неоткуда». Из этих высказываний становится ясно, что на Кольский полуостров у вождя были грандиозные планы, значимой частью которых были железные дороги, окутывающие полуостров. Но про них я расскажу в другом видео. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропустить момент, когда оно выйдет. А на все эти перспективные планы военно-морских баз, корабли которых должны были попадать из или наоборот уходить в Балтийское море, как раз таки по новому каналу. Ибо в противном случае, во время заварушки мирового масштаба, Балтийский флот будет заперт в этой самой бутылке, от которой у нас нет пробки, что Вторая мировая на практике и показала.
9 февраля 1930 года Совет труда и обороны во главе с Молотовым издал постановление о реконструкции и улучшении водного транспорта, создали рабочую группу для исследования и составления проекта будущего водного пути. Проект составили в очень сжатые сроки и на основе уже ранее имевшихся многочисленных предложений и задумок. 26 мая 1930 года приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР для выполнения работ по изысканиям, проектированию и сооружению Беломоро-Балтийского водного пути в Ленинграде создано управление Беломорстроя. С осени 30 по зиму 31 шла напряженная работа над проектом, и задумывался он аж 7 метров глубиной, для прохождения судов осадкой 5,8 метров. Но ради ускорения строительства канал построили глубиной всего 3 метра 650 сантиметров, а уже после войны увеличили глубину до 4 метров 100 сантиметров и шириной 14 метров по шлюзам. В среднем же на протяжении всего канала ширина играет от 40 метров в искусственных руслах до нескольких километров в озерах. Радиус закругления 500 метров. От этого скорость движения судов на искусственных участках канала ограничена 8 километрами в час, а размеры всех камер всех шлюзов 135 метров в длину на 14,3 в ширину. Окончательно проект утвердили лишь в 1932 году, хотя фактически строительство велось уже как год. Строительство и подготовку поручили организовать сначала НКПС, а в конце 1931 года передали руководство ОГПУ. Это Объединенное государственное политическое управление. Если чуть понятнее и вкратце, прообраз будущего НКВД, которые в свою очередь стали КГБ, ФСБ и так далее. Непосредственным ответственным начальником строительства стал Генрих Егода, революционный уроженец любимого мною Рыбинска, который был награжден орденом Ленина за руководство и организацию строительством канала. На базе Соловецкого лагеря особого назначения был образован Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь, вкратце называемый Белбалтлаг. Центр управления лагерем с момента образования находится на станции Медвежья гора, что в нынешнем Медвежьегорске. В разные годы под управлением лагеря находилось и разное количество человек. Если верить цифрам с Википедии, то они были такие: 64 тысячи в 1931 при образовании лагеря, максимальное количество уже на следующий год до 107 тысяч в декабре 1932 и 67 928 человек в 1941 году, спустя 10 лет после основания лагеря. В память о погибших строителях в поселке Повенец построили деревянную церковь-памятник святителя Николая, что достаточно странно, как это должно о них напоминать. Мне лично не очень понятно. В июле 1933 года по каналу прошли на пароходе товарищ Сталин, Клим Ворошилов и Сергей Киров. Как заявляют очевидцы, вождь пролетариата был недоволен увиденным и охарактеризовал канал как мелкий и узкий. Но несмотря на это, уже в следующем месяце водный тракт все-таки открыли. За моей спиной сейчас находится здание, в котором располагалось управление каналом НКВД СССР, построенное в середине 30-х. Также в нем располагалась гостиница для гостей, посещавших канал. Сейчас, как мы видим, здание находится на реставрации, а организация, занимающаяся управлением водной артерии, до сих пор располагается в нем. После войны лагерь уже не восстанавливался, ну а мы плавно перейдем к процессу строительства этого канала. Первая пятилетка молодого советского государства выдалась очень обширной на различные эпичные стройки, как транспортной инфраструктуры, так и промышленной. Среди самых известных были воздвигнуты Турксиб, Днепрогэс, металлургические заводы в Липецке, Магнитогорске, Норильске, Новокузнецке. Среди этих сооружений был и канал. Строительство канала являло собой эксперимент по использованию максимально дешевого ручного труда заключенных в количествах, ограничивающихся только лишь логистикой и наличием этих самых заключенных. А этот вопрос всегда был вполне решаемым. Стройматериал добывался здесь же, так как практически все было изготовлено из дерева, начиная от бараков для проживания, заканчивая камерами шлюзов и ворот. Таким образом, умудрились наковырять 19 гидроузлов, из которых 13
двухкамерных и 6 однокамерных. Можно считать, что на канале имеется 32 камеры шлюзов. Помимо них были построены 15 плотин, 12 водосбросов, а уже спустя время, с 49 по 67 год, были воздвигнуты и 5 гидроэлектростанций: Онская, Палокогорская, Матконежская, Выгостровская и Беломорская. Мощность всего каскада в целом 240 мегаватт, а среднегодовая выработка энергии 1 миллион 310 тысяч киловатт-часов. Общая длина объекта, называемого Беломорканалом, составляет 227 километров. Но не обманывайтесь этой цифрой. Давайте снова обратимся к карте. На ней мы отлично видим, что канал по сути представляет из себя сеть нескольких рек и озер, соединенных между собой как раз таки рукотворными руслами. Из этого получается, что искусственно сооружено лишь примерно 1/6 часть от всей длины – 37 километров. Уже звучит не так впечатляюще, не правда ли? Но это нисколько не уменьшает трудовой подвиг всех каналоармейцев, работавших тут. Где-то реки расширяли и углубляли, а где-то не делали ничего, как, например, на Выгозере, которое в сочетании с озерами поменьше образует длину, подходящую для судоходства, свыше 80 километров. Ручным трудом все эти многочисленные озера и реки и было максимально дешево и эффективно объединить маленькими каналами и шлюзами. Таким образом, весь эксперимент в целом и оказался успешным. Наработками отсюда позже пользовались на дальнейших стройках Союза, по типу канала имени Москвы и Волгодона, где уже широко применяли технику. Искусственно сооруженный канал 165 является, во-первых, самым длинным рукотворным объектом всего канала, а также водоразделом между северным и южным склоном. То есть отсюда вода сливается в обе стороны, так как это место находится на наивысшей точке всей трассы канала, а воду канал черпает из 3 озер: Волозеро, Узкое и Водлозеро, по которым и проходит трасса канала, а также 2 водохранилищ: Хижозерское и Ванжозерское. Объем воды, накапливаемый в этих водохранилищах, полностью обеспечивает шлюзование судов в течение навигации. По завершению стройки за хорошую работу сократили срок примерно 60 тысячам заключенных. Около 12,5 тысяч человек получили помилование и были освобождены. В рядах амнистированных оказался и академик Лихачев. После окончания стройки большая часть заключенных продолжала трудиться на самом канале, либо на сопутствующих строительствах, среди которых обеспечение и обслуживание работы самого канала, лесозаготовки по всему региону, а также строительство Сегежского лесобумажно-химического комбината, Нижнетуломской ГЭС на реке Туломе, Мончегорского никелевого комбината, Кандапошского спиртового завода, строительство Беломорского порта, строительство судоверфи в Пиндушах, судоремонтного завода в Повинце, Медвежьегорского лесозавода, строительство железнодорожной ветки к станции Мончегорск от основной Мурманской линии. Планировалась еще и проработка проблем сооружения 2-й линии шлюзов на Беломоро-Балтийском канале для его углубления и расширения, а также постройки канала Кандалакша-Мурманск. Стоп! А это еще что? Сталин не раз говорил, что надо думать над тем, чтобы параллельно прорыть 2-й канал, через который можно было бы пропускать все современные морские, но в первую очередь военные суда, не снимая вооружения, как это делалось тогда. Корабль слишком тяжелый в полной экипировке, так сказать, для такого мелководья. Плюс к параллельному руслу задумывался и таких же масштабов канал вплоть до Мурманска, так называемый Кольский морской канал. Из названия можно понять, что пролегал бы он по руслу реки Кола через Апатиты и Оленегорск. Но до этой великой стройки дело так и не дошло, а после электрификации железной дороги и смерти Сталина экономическая и политическая надобность в этом уже отпала, а военным морякам, видимо, и так норм. В Беломор-канале наводнение. А сейчас за моей спиной вот это вот неприметное здание. Это музей Беломорканала, в который мы зайдем и посетим, дабы собрать еще больше информации для этого ролика, который отсутствует в онлайне. Специально для съемки ролика про это сооружение мы с Сашей приехали в поселок Повинец,
который стоит аккурат у первого шлюза этого частично рукотворного водного пути. Проходя тут плавучим транспортом, люди открывают перед собой так называемую Повенчанскую лестницу по названию реки Повенчанка, или Повенецкая лестница по названию поселка, кому как удобнее. Лестница – это 7 шлюзов, идущих подряд друг за другом, поднимающих суда с уровня Онежского озера в 33 метра до наивысшей точки всего канала – 100 метров над уровнем Мирового океана, уже на 7-м шлюзе, в поселке с одноименным названием. Поселок при 7-м шлюзе ББК. Аббревиатура это означает не китайскую компанию электроники, а непосредственно Беломоро-Балтийский канал. Флот тут нынче вот такой, ну, естественно, лодки местных, кто тут рыболовством промышляет. Вся главная проблема, по крайней мере, Повенчанской лестницы, вот южного склона, так называемого, то есть с 1 по 7 шлюз, это, блядь, то, что тут вот так вот все ограждено, все в камерах, то есть, ну, как бы нормально не посмотреть даже. Особенно обидно за водоупорные вот эти плотины, потому что там перепады высот прям настолько очевидные и наглядные, что хотелось бы это показать, но самим снять это не получается. Поэтому вот так как есть. А еще очень радует здесь вообще прям такая тишина, глушь, народу практически нет. Вот. Это прикольно. Это, с одной стороны, кажется, типа, что за перть, а с другой стороны, наоборот, как-то так вот уютненько и бенево, если вы понимаете, о чем я. Официальное открытие канала состоялось 2 августа 1933 года. Правда, в некоторых источниках указывается 5 августа. Это событие сопровождалось мощной информационной пропагандистской кампанией. Газеты, такие как «Правда» и «Известия», публиковали статьи, в которых подавали опыт строительства ББК как первый в мире опыт перековки трудом самых закоренелых преступников и политических врагов, видимо, честного рабочего гражданина. Пропаганда работала с такой силой и так в лоб, что воспевали за государственный счет эту великую стройку в том же августе 1933-го литераторы и художники всех мастей и жанров в количестве 120 человек, наиболее известные среди которых, например, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Ильф и Петров и множество других менее известных персонажей. Ну а кто не воспевал, тот, видимо, и участвовал в этой самой перековке. 36 человек из этой коллегии приняли затем участие в написании 616-страничной книги, посвященной созданию Беломор-канала. Памятная книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» была издана в конце 1934 года издательством «История фабрик и заводов». Редакторами книги были Горький, Авербах и Фирин. Последние двое впоследствии были арестованы. Да, канал тогда носил имя Сталина. Интересно, как сам Иосиф Виссарионович относился к этому, если считал его мелким и узким, а потерял свое имя канал при развенчании культа личности во время правления Хрущевым? Умозаключение о мелком и узком легко опровергается, собственно, самой поездкой и фактом ввода в эксплуатацию, равно как и о бесполезности канала. Неужели такое возможно, что Сталин, Киров и члены Политбюро не знали, что за канал строят в Карелии и суда какого типа смогут по нему проходить? Не знали о его ширине и глубине? Проект, видимо, они утверждали сквозь водку и закрытые глаза. Так что ли получается? Мне кажется, что если бы Сталину не понравился результат, канал бы как минимум перестроили таким, каким бы он указал. А получается, что он получил то, что и сам желал. И именно поэтому после поездки с его подачи поднялся тот пропагандистский шум, отзвуки которого теребят общество до сих пор. А ордена и досрочное освобождение – все это можно считать реальной оценкой Сталиным сооружения Беломоро-Балтийского канала. Следы той оголтелой рекламной кампании при открытии мы до сих пор можем наблюдать лично. Например, какая у вас первая ассоциация возникает при названии Беломор-канал? Мы уже достаточно переместились, можно сказать, в географическую почти середину канала. Населенный пункт Надвоицы, здесь у нас 10-11 шлюзы. И вот, как видим, Надвоицкий подун, ну или по-человечески водопад, вот, на который образовался благодаря постройке канала
Здесь у нас водосбросный канал. Хоба! И мы на 11-м шлюзе ББК. Здесь у нас что-то какие-то строительные работы. Судя по всему, искусственное повышение берега идет. Потому что вон тут скалы посрывали, арматуру поставили, мешки с цементом понавезли. Будут, видимо, допиливать. Ну и да, Шаванская плотина достаточно эпично и красиво. В первую же навигацию было перевезено 1 миллион 143 тысячи различных грузов и 27 тысяч пассажиров. Такие цифры, естественно, были достигнуты фактом появления нового пути, так как впоследствии пассажирское движение по каналу снижалось. Хоть питание канала и естественное, то есть вода поступает самотеком, эксплуатировать его, что раньше было сложно, что сейчас, а обмеление вполне себе нормальное явление. Длительность навигации, то есть когда суда могут проходить на всем протяжении своего маршрута и не встрять во льдах где-нибудь, в среднем составляет 165 суток. Во время Второй мировой войны, из-за угрозы финско-немецких войск, канал было решено взорвать, а точнее его шлюзы. И вот, взорвав 7-й шлюз, были затоплены некоторые территории ниже по течению, и в том числе поселок Повенец. Но и канал использовать стало невозможно, что и было целью данного подрыва. Уже после окончания войны, в 1946 году, канал вновь ввели в эксплуатацию, и по нему прошли суда с репарационным имуществом. При модернизации канала в 70-х, которая заключалась в основном в дноуглубительных работах, водный путь стал частью единой глубоководной системы европейской части СССР. В 1976 году начали реконструкцию шлюзов. Их стали постепенно одевать в бетон и укреплять. Последняя камера одного из шлюзов была отделана бетоном аж в 2009 году. Про это даже говорили, что сдали канал за рекордные 20 месяцев, а строился он потом еще несколько десятилетий. Так вот, вернемся к моему вопросу про первую ассоциацию. Я думаю, у большинства это будут максимально дешевые папиросы с изображением схемы канала. А вот про сам водный путь вспомнят уже немногие, даже из тех, кто эти папироски в детстве покуривал. Как видим, на лицевой стороне изображена схема европейской части СССР. Художник, исходя из названия, отметил на карте главные каналы Союза: Беломоро-Балтийский, канал имени Москвы и Волго-Донской канал. Все эти каналы до сих пор являются частью единой водной транспортной системы страны, которая связала северные моря государства с южными, без использования международных вод. Также благодаря этой системе Москву начали называть портом 5 морей, потому что из столицы стало возможно попасть в Волгу, а из Волги, благодаря этим каналам, выйти в Балтийское море, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. Добавление в список Черного моря является весьма спорным моментом, ведь в него попасть можно только через Азовское, а в таком раскладе можно приплести еще и Баренцево море, Северное, да и вообще любое другое море в мире. В годы Второй мировой дизайн пачки Беломора был несколько изменен, и это было единственным его изменением в истории. С пачки исчез красный шрифт, карта была взята более общим планом, так, чтобы на ней уместились еще и Суэцкий канал и Кильский. Не там Киш свои клипы снимал. Ну а вот так выглядит канал воочию, непосредственно вот перед граблями между 12 и 13 шлюзами. Так близко мы к нему еще не подбирались. Кто желает искупнуться? И вот так везде. Именно вот такие баржи нынче тут и проходят. И еще один клиент на сегодня — Салават. А мы не его видели на первом шлюзе? Вот так вот, не спешат ребята. Мы, если что, на 12-13 шлюзе. И уходит в рассвет. Своего максимума в использовании канал достиг в 1985 году, а после, как известно, вся экономика Союза начала руиниться, как и ситуация на этом водном транспортном коридоре.
Так как русло, пройденное в скальных породах и песчаных грунтах с валунами, а также недостаточная ширина и глубина русла канала, эти условия требуют от капитана плавсредства дополнительной внимательности и осторожности. Даже малейшее уклонение судна за кромку судового хода создает угрозу повреждения корпуса корабля. Во многих местах канала запрещен обгон и действует одностороннее движение, а расхождение и обход разрешены только на прямых участках с дальностью видимости не менее 1 километра по курсу. Когда мы только выезжали в сторону канала, я думал, что все дороги вдоль него будут примерно вот такого качества. Но нет, это одна из немногих, которая до сих пор вот в таком плачевном состоянии. Все остальные более-менее нормально заасфальтированы. А вот так у нас издали выглядит Маткажненская ГЭС, которая не любит, чтобы ее рассматривали поближе, а уж тем более рассматривали перепады высот и уровня воды. Ну и вон там уже на той стороне, куда нам, к сожалению, не проникнуть, ветер, спасибо тебе большое, там уже водосбросная плотина и непосредственно сам шлюз, к которому нам не подобраться. А вон там еще у шлюза какой-то кран торчит, тоже, видимо, что-то ковыряют. Сегодня канал используется чаще туристическими, частными лодками и, конечно же, речными грузовыми судами, которых мы за то небольшое время, проведенное у канала, насмотрелись вдоволь. А вот военных кораблей тут не плавает. Единственным представителем военно-морского флота, прошедшим за последние годы, тут является подводная лодка «Комсомолец», когда из Мурманска при специальной транспортной операции ее доставили в новый музей ВМФ в Кронштадте. Ребята, невероятно! Мы нашли тайную базу для подводных лодок в Карелии, простроенную еще при Сталине. Могли подумать вы, но нет, это всего лишь водосбросная плотина. Ну и вот такие вот недурственные тут шлюзы непосредственно. Козловыми кранами вот такими их и поднимают. Сейчас при нас даже какая-то попытка приподнять его была. Видимо, регулируют уровень стока, хотя здесь ничего не изменилось внизу. Специально для тех, кто слабо себе представляет, как примерно работает шлюз и как вообще можно с такими перепадами высот проходить на кораблях, я нарисовал вот такую схему. Смотрите, корабль плавно втискивается в камеру шлюза, где уровень воды совпадает с тем же уровнем, как в водоеме, из которого пришел наш корабль. Ворота за кораблем закрываются, и в зависимости от ситуации шлюз наполняется, либо опорожняется. На нашей схеме пусть будет наполняться. Процесс этот происходит через специальные водоводные галереи. Они, в свою очередь, перекрываются специальными гидрозатворами. Когда этот затвор открывается, вода самотеком наполняет камеру шлюза. Такой же процесс происходит и когда нужно опорожнить камеру шлюза, только в обратную сторону. В шлюзах с двумя камерами процесс ровно такой же, только соседняя камера играет роль водоема. Помимо прочего, через канал построены 4 автодорожных и 1 железнодорожный мост. Все они разводные. Автодорожные расположены на шлюзах в их верхнем бьефе и имеют поворотные разводные пролеты. Такая схема применена на шлюзах номер 2, номер 10, номер 13 и номер 19. Ну а между 18 и 19 шлюзами расположен Шижнинский железнодорожный мост. В этом месте трасса канала проходит по реке Шижни, оттого и название моста. Разводной пролет моста – это уникальная для России откатно раскрывающаяся конструкция. При разведении пролет не поворачивается вокруг неподвижной оси, а перекатывается. Высота пролета моста в неразведенном положении составляет 12,2 метра. Для прохода судов большей высоты мост разводится. Ну а нормально поснимать его у нас не получилось, потому что припарковавшись примерно в километре от моста и достав телефон и сняв только вот это, тут же начал горлопанить Вохов в громкоговоритель, что мост снимать нельзя. Карма, прям под самый конец вспомнил. Этот момент специально для тебя. Давай, пес, шлюзуйся как следует. Смотри, какая сучка плывет. И перед тем, как попрощаться, хотел еще сказать, что ролик получился таким из-за того, что мы поехали сюда сразу после «Алых парусов», видео с которых можете посмотреть по подсказке. Но имейте в виду, что на нем висит 18+. И, видимо, не зря.
А также в планах у меня было хоть немного поплавать по каналу на байдарке, а в идеале в 165-м канале. Но мы что-то проебались, и данная идея не была воплощена. Поэтому поплавали мы немного в другом месте, но об этом в будущих видео. С 8-го пирса отправляется теплоход Мурманск-Териберка. И вот на последнем шлюзе нашего путешествия, в заключение, я могу сказать лишь спасибо вам всем за внимание. Отдельная благодарность всем, кто помогал в осуществлении данной затеи, особенно Саше, который сейчас и снимает это видео. А если вы хотите, чтобы я и дальше снимал подобные видеопохождения, способы помочь находятся в описании, либо пишите в личные сообщения. На этом у меня все. Всем спасибо и пока-пока.